Это 100 метров! 100 метров! А где у нас дрон, кстати, пи***ц? Всем привет! Ну что, заинтриговал? Да, сегодня мы разобьем Samsung Galaxy S10 Plus. Да не простой, а в керамическом корпусе, который стоит 125 тысяч рублей. И вы скажете, лучше бы мне отдал, и вот это все. Но, смотрите-ка, у меня здесь два Samsung. Один черный, один белый. Черный мы разобьем, а вот с белым давайте вместе решим, что делать. Пишите в комментариях, и под конец ролика придумаем что-нибудь. Так что досмотрите до конца. Керамика — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пробовали разбивать легенду под названием Nokia 3310? Поэтому сегодня мы сбросим с дрона с большой высоты не только Samsung, но и Nokia, и посмотрим, кто из них живучее. Но прежде чем мы сбросим эти устройства с дрона, для начала мы их поцарапаем. Все-таки нужно как-то посмотреть, насколько живуч корпус. У меня для этого здесь есть вот такой ножик, а еще ключи. Давайте приступим. Ну что, тест щекотки и царапки от розетки. Но я хочу вам прежде напомнить что в Galaxy S10 Ceramic Edition керамика только сзади. Это прочный материал, но спереди обычное стекло Gorilla Glass 6. И сначала мы попробуем поцарапать это стекло ключами, а потом ножиком перевернем и уже посмотрим, на что способна задняя спинка. Так, у меня есть вот ключи какие-то нашлись в офисе, я беру. Жалко, вы не представляете, насколько сильно. Поехали. Так. Слушайте, я был худшего мнения о Gorilla Glass 6, но здесь вообще ничего нет от ключей. Вообще ничего. Пожалуйста, посмотрите. Ну, есть какие-то прям совсем маленькие царапины, но, блин, хорошо. Ладно, открываем наш секретный инструмент. Ножик. Сейчас вот должно быть совсем больно. Так, Nokia, не смотри на это. Поехали. Слушайте, это прям... Оно не хочет. Я не понимаю, зачем керамику царапать, если Gorilla Glass 6 не царапается практически. Не, ну слушайте, как бы тут вообще ничего нет. То есть, ну, микроцарапины абсолютно. Я думаю, нужно взять инструмент посерьезнее. Пойду-ка я за отверткой схожу. Мы сейчас тут посмотрим, какие инструменты-то в целом есть. Ну, вот смотрите, это набор отверток от Xiaomi. Классный, рекомендую. Где покупать не скажу. Отверточка, да? Поехали. А вот стол-то я зря поцарапал. Ну ладно. Так, слушайте, тоже ничего нету. Блин, ну вы гоните. Что у меня тут еще осталось? Не, была бы фреза. Ладно. В общем, есть вот такая деревяшка, куда вкручены саморезы. Они довольно острые. Окей, сейчас так попробуем. Не, я удивлен, правда. Ну, вы видели, с какой силой я нажимаю. Ну, то есть, прям могу вот так поделать. И практически ничего не происходит. Ну, есть царапины, есть, но они настолько не критичные, маленькие, что этим телефоном можно пользоваться практически как новым. Ладно, поцарапаем и заднюю часть, но я что-то прям уже совсем сомневаюсь. Начнем с ключей, как и в прошлый раз. Так, ну, ключам Samsung говорит просто до свидания. Ножику Samsung говорит просто до свидания. Кстати, давайте попробуем камеру поцарапать. Просто до свидания. Отвертка. Не, ну слушайте, я не знаю, что с этим делать, как бы. Ехать разбивать, что ли, уже? Ну, вообще ничего нету, и я не ожидал. То есть, я как-то вот... Мнение о чехлах было хорошего, что нужно таскать, но если эта штука еще и не разобьется, то, скорее всего, ну, я забуду про чехлы навсегда. Молодцы, Samsung, здорово. Не, если вы думаете то, что я пошутил, то нифига подобного. Керамика все-таки не миф. И если вы посмотрите на заднюю сторону, то ей вообще ничего нет. Спереди, да, спереди есть небольшие микроцарапины, но они тоже не критичные. И поэтому я вот удивлен крайне сильно. Уже можете писать, что продался.
И вы будете совершенно правы, потому что продался банку Тинькофф. Еще раз напомню то, что смартфон вообще не дешевый, он стоит 125 тысяч рублей. И этого выпуска не было бы без нашего партнера и спонсора этого выпуска, банка Тинькофф. Миша, все, давай попробуем. Банк Тинькофф, банк Тинькофф. Учитывая, что S10 Plus в керамическом корпусе это в первую очередь вещь, наверное, статусная и престижная, я бы хотел рассказать о чем-то подобном. Не секрет, что я пользуюсь Тиньковым уже несколько лет и недавно перешел на тариф Black Metal. Интересное название такое, симфоническое. И при переходе на этот тариф получил вот такую металлическую карту. Она увесистая и при этом тоньше, чем обычная карта. Мы, конечно, можем ей тоже попробовать поцарапать Samsung. Не, конечно, вряд ли что-то получится, потому что Samsung сегодня король вечерины. Но я вот стараюсь. Ну нет. Давайте спереди попробуем. О, слушайте, а спереди что-то царапается вроде. Да, слушайте, карточкой поцарапал спереди смартфон. Ха, бывает же такое. Но Nokia царапать не буду, даже не просите, потому что карточку все-таки жалко. Я ее, в принципе, сюда очень аккуратно кладу, чтобы тут ничего не взорвалось и не сломалось. Но давайте поговорим о преимуществах тарифа Black Metal. У Тинькофф в первую очередь это кэшбэк 1% на все покупки, до 30% у партнеров и 5% на 3 выбранных категории. Я уж не говорю о бесплатном снятии наличных практически в любых банкоматах по стране. Собственный менеджер в приложении, а также по телефону, консьерж-служба. Priority Pass здесь есть, то есть пришел в аэропорт, в бизнес-зал, зашел, покушал совершенно бесплатно и вышел. Для меня это важная вещь, потому что, от пуза наедаться в аэропортах бесплатно часто летаю, конечно, вещь хорошая. Ну и, естественно, страховка за границей. Не дай бог ногу сломал, карточка все тебе покроет. Собственно, не секрет то, что Тиньковым я пользуюсь давно, недавно перешел вот на этот премиальный тариф. Что важно лично для меня? Это лимиты нормальные, это человеческая поддержка в чатике, то есть, причем это и на обычном тарифе, и на премиальном. На премиальном, еще раз повторюсь, то, что у тебя собственный менеджер. И в целом, если вы заинтересованы, переходите под описание по ссылке, можете оформить эту карточку. Ну что, готовы? Сейчас мы разобьем Galaxy S10 Plus в керамическом корпусе. Мы приехали на асфальтированную площадку. Как видите, я в каске, в очках, потому что безопасность превыше всего это должны знать и дети, и взрослые. Плюсом мы хотели сравнить падение с Nokia 3310, потому что интересно, как себя покажет телефон за 1000 рублей. Легендарный телефон. Я вообще боюсь за асфальт, чтобы он не треснул. И телефон за 125 тысяч рублей. У нас есть дрон. Мы сейчас поднимемся на высоту больше 100 метров и посмотрим, что случится. Начнем с Nokia. Как видите, Nokia у нас полностью рабочая, взяли на Авито, все, вот есть, отлично. И у меня единственный вопрос после такого падения, если она включится, просто мои аплодисменты. Ребят, у нас все готово, DJI Mavic, вот таким образом прикрепили Nokia, GoPro-шка стоит, 2 камеры, надеюсь, все попадет в объектив и посмотрим, как сейчас у нас расколотится 3310 легендарная. Мы на высоте 30 метров. Давайте попробуем прибавиться. Полетели. Смотрим по камере. 60 метров. 70 метров. 90 метров. Далеко. Просто посмотрите, где он висит. Куда упадет телефон? У меня большой вопрос, честно говоря. Че, давайте сбрасывать. 1, 2. Так, телефон у нас улетел в траву. Сейчас, походу, будет еще один подлет. Но посмотрим сейчас, что случилось. У нас подлетает дрон. Так, телефон у нас упал в траву. Он просто немного испачкался. Полностью работает. Все, вот меню есть. Давайте еще раз пробовать уронить его на асфальт. Ветер. Ох. Поднимаем второй раз Nokia. Надеюсь, в этот раз получится все удачно. Солнце палит, дай боже, что ничего не видно.
Просто смотреть на то, как сильно болтается телефон, это, конечно, ужас. Полетели, полетели, полетели! Давайте, так, пойдемте смотреть, что у нас тут получилось. Так, Nokia. Смотрите, у нас тут карточка МТС старая, GSM. Так, сама Nokia, к сожалению, померла. К большому сожалению, все, включить ее нельзя. Ну, вы видите то, что экран здесь в хлам. Но оно и понятно, со 100 метров упасть не каждому понравится. В принципе, что, так-то корпус в целом не пострадал. Я думаю, нужно запускать уже Galaxy и смотреть, что у нас будет с телефоном за 125 тысяч. Момент истины, все, телефон работает, я его включил. Естественно, включу на нем запись видео. Задняя часть тоже вся целая. Сейчас мы его поднимаем на 100 метров вверх и роняем. Честно говоря, я переживаю, потому что из меня такой себе пилот авиации российской, но попробуем. Запускаем. Поехали. — 40 метров. 60 метров. 90, пацаны. Все, 100, скидываю. Ну, давай, давай, давай. Так, что у нас? У нас задняя панель цела полностью, пацаны. Он даже работает, он снимает до сих пор видео. Охренеть просто. Это 100 метров, 100 метров. Телефон жив. Заканчиваем съемку видео. Он работает. Прикиньте, просто охренеть. С ума сойти. Честно сказать, я в шоке. Samsung, вы меня удивили. Вы сами все видели, 100 метров. Я даже не знаю, что с ним сделать. Может быть, побросаем его с высоты моего роста? Просто новый, вообще новый. А где у нас дрон, кстати? Пи***ц, да? Все, наш дрон целенький. Батареечки осталось совсем чуть-чуть. И мы его благополучно сажаем. Кто мастер вообще краш-тест? Это я, дядя Максим. Ну, согласитесь, это было клево, потому что телефон остался живой. Сейчас мы посмотрим, что с ним случилось. Но для начала Nokia. У Nokia разбился экран, но телефон по-прежнему работает, то есть слышно, как я нажимаю, экран при этом подсветочка зеленым горит, все нормально. Он, конечно, немного покоцался, но в целом тоже остался живым. Теперь Samsung. Как вы видите, он работает, он реально работает. Он записал видео, видео получилось интересное. У него снизу есть коцки, у него есть одна маленькая трещина сзади, и у Samsung, видите, здесь попортилась матрица, то есть белый цвет, даже если вот выключить, включить, вот она мигает. Но работает сканер отпечатка. В целом все хорошо, для меня это большое удивление. Мы кидали с высоты в 100 метров, там даже на записи это видно. Вот на такой штуке все это дело держалось. Возможно, вот эти ребра телефон спасли, скажете вы мне. Но посмотрите на нижнюю часть устройства. Здесь у нас такие нехилые коцки, и, скорее всего, он упал на торец. И при этом панель не разбилась, не разбился даже экран, и меня это дико радует. В целом, можно было бы скинуть смартфоны с высоты роста, но, мне кажется, он тест прошел. В общем, пишите, что нам делать с этим S10. Может быть, сбросить его еще раз, только с высоты человеческого роста. Может быть, разыграть он рабочий. К тому же есть белый S10, и, естественно, мы ждем от вас кучу лайков, и если вам эта тема зашла, она вам интересна, распространяйте видео, пишите комментарии, может быть, возьмем дрон побольше, подлетим еще повыше и поскидываем чего-нибудь другого. И всего вам доброго. Если совершенно случайно вот 100 тысяч лайков соберем, то обязательно сбросим с такой же высоты, как минимум, новый iPhone. Так что я очень жду вашей поддержки. Потому что нам самим это понравилось. Сделать вот, правда, адреналинчик, вот это все. И подписываться не забывайте.